В мае 2013 года 27-летний Юрий Прохоров, 28-летний Александр Рыбаков, 26-летний Константин Павловец и 37-летний Владимир Авдеев, осужденные на длительные сроки лишения свободы, вырвались на волю, соорудив 36-метровый подземный тоннель. Как установило следствие, технические работы по подготовке к групповому побегу путем подкопа они начали в марте того же года. 38-летний бывший десантник Владимир Авдеев по прозвищу Башка, как его окрестили на зоне за сообразительность и внешние данные, мотал в колонии 8-й год, впереди еще 16. Авторитетом пользовался особым, его уважали и опасались. Под настроение он устраивал в тюремных бараках целые шоу, головой разбивал доски, кулаком кирпичи, ударом в грудь отправлял противника в нокаут. Словом, парень крепкий. За недюжинную силушку и явные лидерские качества его назначили бригадиром. И надо сказать, под чутким руководством Авдеева зэки работали как-то усерднее. Строили срубы на продажу с опережающими темпами. И так еще 16 лет думал про себя Башка, грезя выйти на свободу, ведь он считал, что его осудили несправедливо. 3 года назад в ЯК номер 19 проводили учения. По придуманной легенде, 4 заключенных сбежали, прорыв подземный тоннель. Милиционеры перекрыли все дороги, подняли спецназ ГУФСИН, поисковые группы прочесывали лес. Беглых зэков тогда поймали через 2 часа. Начальство колонии похвалили, за учения поставили твердую 4, а реальные заключенные молча следили за спектаклем с той стороны колючей проволоки и мотали на ус. В один из вечеров Авдеев посвятил в свои планы рабочих своей бригады, ведь его рабочие соучастники одного преступления, за которое все и оказались за решеткой. Дело было в 2005 году в деревне Московщина под Иркутском. Там покончили с собой 2 деревенских парней, а 3-го, племянника Авдеева, из петли успели вытащить. Самоубийца заявил, что в его поступке виноваты приезжие таджики, которые строили дом для местного бизнесмена на окраине села. Они продавали нашим мальчишкам какое-то пойло. Сразу же родилась у деревенских версия. Дети наши как с ума посходили, полезли в петлю, а Володька Авдеев, он защитник. Авдеев решил разобраться лично и, прихватив с собой дружков Александра Рыбакова и Юрия Прохорова, отправился к гастарбайтерам. 6 жестоко забили лопатами, а затем подожгли, подперев дверь строительного вагончика. 2 рабочих погибли, остальные остались инвалидами. Троица Авдеева сразу стала народными героями в глазах местных. Не смутило даже то, что наказанные оказались не теми. Накануне убийства бизнесмен сменил бригаду, привез узбеков. На суде Авдеев искусно изображал из себя освободителя, не признавал вины. Не помогло. Зачинщику бойни впаяли 25 лет строгача, Прохорову 20, Рыбакову 16. Удивительно, что после этого вся троица оказалась в одной колонии, в одном бараке и в одной рабочей бригаде на зоне. Квартет Авдеева дополнил 26-летний Константин Павловец. Он попал в колонию на 8 лет за разбой. Во время ограбления убил человека. Ему на момент побега оставалось сидеть всего лишь 1 год. Подельники полностью доверяли бригадиру-вожаку и морально от него зависели. Прохоров особенно. Еще со времен вольной жизни, когда разбил джип Авдеева и задолжал ему 500 000 рублей. Рыбаков родственник, вместе убивали гастарбайтеров, а Павловец готов был выполнять все команды только за защиту. Авторитет Авдеева на зоне был незыблем, да и потом Башка своим подопечным обещал светлое будущее. Само собой, о плане побега 4 никому не распространялась. Единственный, кто знал, кузнец. Авдеев поручил ему изготовить 2 лопаты и 2 охотничьих ножа. Копать бригада решила прямо в срубе, где им поручили заниматься внутренней отделкой. Алиби стабильное, можно рыть, не привлекая внимания. Да и тем более команду Авдеева особо никто не контролировал. Бригада на хорошем счету, отношения с руководством колонии строились на доверии, поэтому каждые 2 часа, как положено, гуфсиновцы их не проверяли. И опять же, подопечных страховал главарь. Пока они копали лаз, Башка стоял на шухере. Сруб стоял удивительно удобно, рядом с забором, за которым слепая зона, то есть с вышек она не просматривается. Земля глинистая, не обваливается, копается на отлично. Сначала зэки выкопали 2-метровую яму, обложили ее досками, сколотили деревянный заслон. Им, землей и строительным мусором, прикрывали лаз на ночь, умудрились даже туда электричество провести. Утром мы занимались отделкой сруба, а вечернюю смену с 5 часов вечера и почти до ужина копали тоннель, рассказывал позже на допросе Юрий Прохоров. Залазили туда по 2 человека и работали.
Авдеев не копал, всегда на шухере стоял. Решили, что сам тоннель будет около 70 сантиметров в диаметре. Мерили по Авдееву как самому крупному из четверки. Чтобы не оставлять улик, землю смешивали с опилками и щепками и вывозили как строительный мусор. Так, метр за метром, и зэки уперлись в бетонное ограждение. Они не знали, на сколько метров вниз уходит забор, противоподкопная система. Она, кстати, составляет 1,5 метра. Пришлось еще глубже копать на 50 сантиметров. Таким нехитрым образом команда миновала последнее препятствие на пути к воле. Через 2,5 месяца лаз был готов. Снаружи дыру закрывала сухая трава. И даже когда на место приехали корреспонденты, долго бродили вдоль забора в поисках тоннеля. Бежать решили в пятницу 17 мая. Во-первых, банный день, и после водных процедур зэков на поверку не строят. Во-вторых, со дня на день сруб должны были продать. В 4 часа утра зэки с сумками в руках нырнули в тоннель. Первым шел Павловец. Замыкал четверку Авдеев. Ползли по-пластунски. Оказавшись по ту сторону колючей проволоки, переоделись в гражданку, бежали в сторону дороги. Там их должна была ждать машина. Мобильные телефоны у беглецов были. Их, как одежду и сухпайок, прятали в срубе. Однако никто за зэками не приехал. В последний момент знакомый Авдеева передумал. Пришлось вызывать такси до поселка Смоленщина, где живет сестра Авдеева. Женщина дала деньги беглому брату и с мужем довезла его с подельниками до федеральной трассы, которая ведет на Улан-Удэ. А тем временем в колонии на утренней перекличке в 8 утра не досчитались 4 и нашли подземный лаз. Сотни полицейских, гуфсиновцев, бойцы ОМОНа и СОБРа и даже военнослужащие ринулись искать беглецов. На постах ДПС выстроились многокилометровые пробки, проверяли все автомобили. В лесах близ колонии Маркова высадился десант людей в погонах. Авдеев отлично знал местность, у него были свои деляны, занимался продажей леса. А кроме того, выяснилась еще одна подробность. После убийства гастарбайтеров Авдеев 3 месяца скрывался от правосудия в тайге. На свой опыт и полагался, когда разрабатывал план побега. Зэки искали зимовьев, в которых охотники оставляют консервы и даже оружие. 3 дня они петляли по лесу, путая свои следы. Как-то раз наткнулись на местных лесников. Говорили нам, что ищут беглых зэков, рассказывал затем следователям Константин Павловец. Человек 50 полицейских, мол, вышли в лес. Мы к тому моменту уже дико устали, все ноги были в мозолях, бегали по лесу туда-сюда, как зайцы. Вот вам и светлое будущее. У меня егерь здесь есть знакомый, он нам поможет, успокоил вожак. Отвезет в зимовье, там отсидимся. Недельку-2 там пробудем, пока шумиха не утихнет. Обрадованные беглецы добрались до избы, думали погреются, отоспятся. Мы только сели покушать, как увидели, что летит вертолет, продолжал Павловец. Взяли вещи и бежать. Я с Прохоровым залез в кусты багульника, мхом закидали, чтобы нас не было видно. А Авдеев и Рыбаков прямо в болото нырнули, задержав дыхание. Вертолет кружил над нами, а потом и совсем рядом стал высаживать людей. Авдеев увидел это, кинулся бежать, а мы так остались сидеть в кустах. Так, спустя 3 дня после побега, главарь банды бросил своих подопечных. Мы стали для него обузой, пытался объяснить случившееся Павловец. Может, мы ему надоели своими ссорами, ведь жить в лесу нам было сложно. Куда умчался лидер побега, не знал никто. Зэки по уговору отправились на станцию Огоньки. До этого было решено, что если кто-то потеряется, встречаются там. Прождав Авдеева в условленном месте, троица разбрелась кто куда. Прохоров пошагал в сторону Иркутска, а Рыбаков и Павловец доехали на маршрутке до Слюдянки, там и распрощались. Юрий Прохоров единственный из всех, кто знал, что у Авдеева есть знакомые на делянах в Осиновском районе. Он смекнул, что именно там надо искать подмоги, поэтому пешком обогнул Иркутск, миновав пост ДПС, и на трассе поймал машину. «Я Кирилл», — представился беглец 2 молодым людям в машине. «Работы нет, денег тоже. Ребята, довезите до Осинского района. К родным, что ли, едешь?» — спросили те. «Да нет, нету у меня там никого. На хлеб надо как-то заработать. А давай к нам на ферму, нам работники нужны». И с легкой руки попутчиков Прохоров доехал до поселка Улей, что в 200 километрах от областного центра. Мужики распорядились и поставили Прохорова работать пастухом. Надо сказать, узнать в пастухе коров беглого зэка было непросто. На зоне он заболел туберкулезом, поэтому никогда не снимал медицинскую маску. К тому же лицо распухло из-за укусов таежной мошки. Но сельчане все равно заподозрили что-то неладное, и потому сообщили о нем полицейским. Так, 10 июня рано утром на ферму с проверкой приехал наряд из местного райотдела. «Кто такой?» –
спросил один из оперативников. «Я Кирилл», — отозвался незнакомец. «Работаю здесь». Стражи порядка уже собирались уходить, но вдруг сквозь рукав рубашки заметили подозрительную татуировку на теле пастуха. На плече красовалась наколка, точь-в-точь такая же, что была в ориентировке. Прохоров отправился в СИЗО. Александр Рыбаков, в отличие от Прохорова, решил поехать в Бурятию. Еще будучи в колонии, он через соцсети познакомился с девушкой из Улан-Удэ. К ней я отправился. По пути заглянул в гости к троюродному брату, который жил в небольшом поселке в Слюдянском районе. Родственник сразу дал понять зэку, мол, 2 дня и до свидания. В подполье у брата он спрятал охотничий обрез, который нашел в зимовье, а с собой взял только револьвер. Его своровал в дачном домике, где однажды ночевал. Поймал КамАЗ, попросил водителя подвезти. Позже говорил сам Рыбаков. В Улан-Удэ купил газету объявлений, чтобы найти квартиру. С собой был сотовый телефон, но снять жилье не получилось. Вместо агента по недвижимости к Рыбакову приехали сотрудники республиканского ГУФСИНа. Так второй из 4 Авдеева вернулся на нары, 3-м был Павловец. Под покровом ночи, дабы не привлекать лишнего внимания, он пришел в гости к родителям. Беглец не зря решил отсидеться в местечке Косой Брод Нижнеудинского района. Глушь, все селения — это 3 дома, связи нет. Райцентр находится в 10 километрах. Вот только прятать сына, которого вот уже 2,5 месяца ищут ГУФСИН и полиция, родители не стали. Они убедили его сдаться добровольно. «Я не хотел», — рассказывает Павловец, но батя уговорил. Словом, помылся я в бане, выспался, посидел вечерком с отцом немного и утром в полицию. Кстати, до дома Павловец добрался пешком, все 500 километров. Только раз на электричке несколько станций проехал, добавляет он. В дороге постоянно слушал радио. Карманный приемник нашел в дачном домике. Из новостей я узнал, что Рыбакова и Прохорова уже задержали. А таежный Рэмбо так и слонялся по лесам. В интернете тем временем творилось невообразимое. Многие поддерживали народного заступника Авдеева, надеялись, что его никогда не найдут. Стражи порядка не раз предупреждали лесников о беглом зэке, и все-таки один из рубщиков, знакомый Авдеева, принял его на работу. В новом сотруднике вся бригада сразу опознала опасного преступника. Он ведь особо-то и не изменился, не похудел ни на килограмм и даже не оброс. Взяли Рэмбо тихо и без шума, он даже не сопротивлялся. Владимир Авдеев? Для приличия спросили бойцы. Он молча кивнул и протянул вперед руки, чтобы надели наручники. Успел разглядеть сидящих в машине, вооруженных до зубов спецназовцев. «Сообщников намеренно оставил в лесу через 4 дня после побега?» — спросил следователь на допросе. «Нет, они сами потерялись». «Зачем бежал?» «На воле лучше. 8 лет просидел, потерял все надежды». Какие планы были, куда хотел уехать, Авдеев промолчал. Такую тактику он выбрал и на время следствия, ни слова больше не сказал. Почти 9 месяцев длилось расследование. Дело зэков, сбежавших через подкоп из колонии, было передано в суд. Каждому добавили еще по несколько лет прошлому сроку. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.